Приветствую вас, друзья! Меня зовут Пульхирия. Вы находитесь на канале Записки пользователя или Вы гениальный кулинар. Сегодня мы с вами приготовим необыкновенно вкусное блюдо. Это творожная Пасха. Она, как и кулич, является одним из главных символов Светлого Христового воскресения. Но кроме того, что Пасха является символом Христового воскресения, она еще очень вкусный, изысканный десерт. Поэтому, друзья мои, если вы не празднуете Пасху, то это не повод отказываться от этого изысканного лакомства. И я считаю, что его можно готовить не только один раз в году, а в любом случае, когда вам хочется очень вкусный десерт. Готовить его можно в различных формах, не обязательно в пасочнице. И в конце видео я вам покажу, как можно использовать различные подручные средства. Мы с вами будем готовить ягодную Пасху заварным методом. Я вам покажу, как по этому рецепту сделать не только классический вариант заварной Пасхи, но и более интересное решение, при котором нам не потребуется марля. Пасха может храниться в течение месяца, и получается она исключительно вкусная. В несколько раз по вкусу превосходит классический вариант. И для этого нам понадобится жирный творог 500 граммов, творог жирностью от 9%, сливочная масса. В моем случае это 50 граммов, потому что у меня творог очень жирный, 17%. Если у вас творог будет 9%, то вам надо взять 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сметаны, 3 желтка яиц и 1 яйцо, 150 грамм клубники в свежем или замороженном виде и 50 грамм вишни без косточки, 150 граммов сахара, из которых 25 граммов ванильный сахар, изюм 50 граммов, 100 граммов вяленой сублимированной вишни. Кроме этого нам понадобится либо 1 ложка крахмала, либо 5 граммов пектина. Итак, друзья мои, приступаем. Ягоды пробиваем блендером до однородности. Ягоды перекладываем в кастрюлю. И если вы будете пользоваться крахмалом, то сразу же добавьте столовую ложку крахмала и перемешайте. Ставим нагревать на плиту. Мы делаем тепловую обработку ягоды, чтобы убить патогенную микрофлору, а также связываем лишнюю жидкость, которая в нашем десерте нам не нужна. И теперь, кто как я будет пользоваться пектином, то пектин надо перемешать с 1 столовой ложкой сахара. Нагреваем ягодное пюре до температуры примерно 40 градусов и всыпаем дождичком пектин. Размешиваем его и мешаем непрерывно. Пектин природный загуститель, и получается с ним значительно вкуснее, чем с крахмалом. Вкус крахмала всегда чувствуется, а вкус пектина гармонично растворяется в блюде, потому что пектин делают либо из яблок, либо из цитрусовых. Ягодное пюре закипело, непрерывно мешаем. И после 3 минут кипения мы его снимаем и охлаждаем при комнатной температуре. Ягоду мы сняли. И теперь творог, сметану мы кладем, сахар, яйца и масло, и все пробиваем блендером до однородности. Ну все. Теперь мы это все перекладываем в кастрюлю и ставим нагревать на плиту на медленный огонь. Варим непрерывно, мешая до момента закипания. Тогда, когда по всей поверхности появятся пузыри. Выключаем. После того снимаем. Мешать надо весь процесс, иначе яйца могут свариться. Друзья, у нас уже закипает. Пошли первые вот такие бульки и по всей поверхности. Все, можно уже снимать. Теперь сразу же добавляем ягоду и размешиваем. Охлаждать можно 2 способами. Либо поставив кастрюлю на лед, на снег или в другую кастрюлю, которая наполнена ледяной водой. Но я делаю более простым способом. Я отправляю на 15 минут в морозильную камеру, предварительно перелив нашу массу в другую кастрюлю. Размешали, и теперь я убираю на 15 минут в морозильную камеру. У нас уже остыла наша творожная ягодная масса. Добавляем туда порезанные вишни и изюм. Изюм с вишней можно предварительно замочить в коньяке или кирше. Замачивать в воде их не надо. Я промываю их на дуршлаге, а затем ошпариваю кипятком. Этого достаточно. Перемешиваем все. Друзья мои, все перемешали. И для классического варианта вам нужна глубокая чашка, в которую надо поставить дуршлаг
Затем вы ставите в нее форму-пасочницу вверх дном. Затем берете мокрую марлю, сложенную в 2-3 слоя, и которую вы прокладываете в форму. Расправите все складочки, и вот ее вы уже заполняете нашей творожной массой. Затем закрываете концами марли массу, а на нее ставите груз и отправляете на 12 часов в холодильник для того, чтобы у нас стекла сыворотка. Но этот вариант мне не нравится, я уже давно так не делаю, потому что творог содержит молочно-кислые бактерии, а на поверхности винограда находится дрожжи. И для тех и других микроорганизмов сахар является питательной средой. И несмотря на то, что мы проводили тепловую обработку и поместим в холодильник, те и другие будут развиваться. Поэтому Пасху после 12 часов, проведенных в холодильнике, вы должны тут же подать к столу и съесть в течение 4 часов, не более. То есть хранить не более 4 часов. Иначе в ней может развиться патогенная микрофлора. Пасха, по сути, это творожный сырок. Где вы берете творожные сырки в магазине? Откуда вы достаете? Из морозильного ларя. И я предлагаю более вкусный вариант. Он мне нравится гораздо больше. Не надо марли ничего прокладывать. И срок хранения будет 1 месяц. Мы заморозим Пасху. Через 6 часов она будет готова. И по вкусу это будет просто исключительное деликатесное лакомство. Это будет очень похоже на мороженое пломбир и на творожный сырок одновременно, но только гораздо вкуснее. Форму переворачиваем вверх дном и заполняем ее нашей творожной массой. Творожная масса рассчитана на пасочницу объемом 900 мл. У меня 700 мл. Можно использовать различные пластиковые формы, силиконовые формы, пищевые контейнеры, контейнеры из-под мороженого или даже вот такие пластиковые стаканчики. Наполняем, потом все накрываем, заматываем в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет и отправляем на 6 часов в морозильную камеру. Друзья, встретимся позже, когда полностью будет готов наш десерт. Друзья, Пасха полностью готова. У меня в морозильной камере она провела ночь. Если вы, как я, замораживали Пасху, чтобы для того быстро ее освободить от формы, достаточно несколько секунд с каждой стороны прогреть феном. Этот изысканный десерт готовится очень легко и просто, и с ним справится даже начинающий кулинар. А выглядит он очень эффектно и необыкновенно вкусен. Я вам советую его приготовить. И если у вас есть возможность, приготовьте 2 вида Пасхи. Одну замороженную, а другую по классическому рецепту. И сравните, какая вам нравится больше всего. И я думаю, что у вас эта Пасха получится еще лучше, чем у меня, потому что вы гениальны. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Друзья мои, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. С вами была Пульхерия. До новых встреч!